Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале Айрони. По просьбам подписчиков начинаем серию обзоров характера мужчин. По знаку зодиака я сделала себе тут много пометок. И для новых подписчиков еще раз говорю, что я не астролог профессиональный и вообще никакой. Это мое хобби, я чисто наблюдатель, так что относитесь к этому видео как к развлечению, хотя все, что я говорю, это мои наблюдения, это правда. По всем женским знакам мы прошлись, и теперь по мужским идем, разберем характеры мужчин, потому что одного знака мужчины и женщины могут сильно отличаться по характеру. У нас у всех есть мужья, сыновья, братья и какие-то мужчины в окружении, так что я думаю, что вам будет интересно. Начнем с конца. Мужчина рыбы. Какие они? Поехали. Значит, скажу коротко, мне они нравятся. Почему? Они многосторонне развиты с самого рождения. Характер мягкий. Мужчина-рыба внимательный, сострадательный, ласковый, понимающий ситуацию глобально. Не конкретно вот сиюминутный момент, а он способен видеть общую картину. Как бы он абстрагируется и видит эту ситуацию с высоты. И может правильно и холодно оценить происходящее. Я сказала мягкий характер, это в общении. У них приятная манера разговаривать, двигаться. Они не вспыльчивые, но отнюдь не мягкотелые. Если что, могут вам, в случае, если вы суете свой нос куда не следует, очень упорно, превратиться в пиранью, и вы очень пожалеете о своем поведении. Они прекрасно могут себя защитить, и не только себя, но и свое окружение. Они очень сексуально прокачанные, что ли, можно так сказать. Могут позволить себе все, и в этом они будут выглядеть хорошо, потому что это их естественная манера. Они подпишутся на любые сексуальные эксперименты, всегда хотят, всегда могут. На это не влияет никакое настроение, там, окружение, условия и так далее. Если у него есть жена или партнерша, то продвинутая вот именно в плане секса, то это вот как раз то, что надо ему. Но сначала они очаруют жертву, в кавычках, своего обаяния своим интеллектом. Они умеют себя так вести, что они становятся загадкой для женщины, которую хочется разгадывать и разгадывать бесконечно. Рыбы должны же молчать вообще-то, но так как я сама рыба, я знаю многих рыб и могу точно сказать, что мы болтливые, иногда слишком. И вот совет мужчинам, если вы конкретно что-то планируете, замышляете, у вас есть супер идеи, записывайте себе в книжку, в компьютер, куда угодно, только не надо ни с кем это заранее обсуждать или разбалтывать о своих планах. Потому что пока вы будете собирать эту дальнейшую информацию и четкие какие-то действия, чтобы предпринять, будете подготовительный процесс этот у вас растягивать, то в этот момент уже ваша идея может быть украдена, и это происходит. Мужчинам-рыбам надо найти в жизни то, чем он будет с удовольствием заниматься. Это, конечно, касается всех людей, но для рыб это актуально особенно. Работать на нелюбимой работе – это вообще не его вариант. Долго он там не протянет. Не то, что не протянет, а он сам оттуда уйдет. Или ему надо стать каким-то начальником, допустим, да, в своей сфере какой-то, чтобы не работать самому, а управлять. Потому что тяжелый труд, это, ну, в любом случае, это не их вариант. У них должен быть легкий путь к успеху своему собственному личному. Не то, что там он должен быть популярным или еще каким-то. Он знает, где он сам себе поставил как бы желанную планку, и вот там он должен быть успешен. Тогда он будет чувствовать спокойно себя. Вот это у верблюда два горба, потому что жизнь борьба, это вообще не вариант. В общем, ему лучше найти дело своей жизни. А так как рыбы талантливы часто, то художник, модельер, модельеры идеальные из них. Спортсмены, как ни странно, все, что вот двигается, танцовщик, дизайнер также, музыкант, певец, как Джон Бон Джови, ведущие артисты. Вот там полно рыб, если вы посмотрите среди вот каких-то юмористов, артистов.
жена или друзья или семья, вот они могут его своей поддержкой подтолкнуть вот к большой популярности. Потому что рыбы очень такие харизматичные товарищи, и вот у них хорошее чувство юмора. Они очень быстро реагируют, им не надо готовиться, подготавливать какие-то шутки, они очень по ходу пьесы, так сказать, могут сразу отреагировать хорошо, поэтому вот эти вот виды, где нужен какой-то жанр словесный или какой-то, где надо двигаться, вот это прямо вот их вариант. Кстати, они из них также прекрасные детективы, как я уже говорила, что они могут абстрагироваться и посмотреть на ситуацию немножко сбоку. Сыщики хорошие, получается, они могут прокрутить ситуацию вот назад и раскрутить вот этот клубок событий, видя процесс как в кино. Они учитывают как бы вот все вместе. Поведение, мимику участников, в общем, всю информацию они в состоянии прокрутить быстро в голове. Как ни странно, среди рыб очень есть сильные математики и физики. Они часто бывают также отличнейшими врачами, учителями, священниками, психологами, астрологами. Также могут быть волонтерами и где-нибудь там безвозмездно спасать людей, ну или помогать кому-нибудь, кормить там бездомных и так далее. Ну, есть такая часть, которая вот с удовольствием этим занимается. Как ни странно это звучит, но рыбы всегда при деньгах, вроде и не особенно рвутся работать, но в то же время могут спокойно отложить денег. Я говорю про рыб-мужчин. Вот рыбы-мужчины, как ни странно, всегда при деньгах. Каким будет в браке мужчина рыбы, очень и очень зависит от женщины. Если она его будет любить, то он проявит себя нежно и мужественно. С ним, как и с любым другим, надо быть честной. Не притворяться, он может просто в вас раствориться и проиграть любой сценарий. И если там у вас будет секс на первом свидании, ничего страшного, никак вы в его глазах не упадете, ведите себя естественно, он найдет способ с вами пообщаться. И у вас не будет чувства неловкости, и ему будет хорошо. И насчет женитьбы не надо ни в коем случае давить. Ждите. Он или предложит сам, если он любит, он обычно готов, в принципе, жениться. Или вы останетесь просто неженатой парой надолго. И это нормально. Можно его спросить об этом, но никаких настаиваний, временных рамок ни в коем случае. Они вообще редко понимают, зачем вообще оно надо, это все с браком. Поэтому брак для них больше обуза, чем какой-то ритуал. И жена не должна быть ревнивой, так как на рыб обращают внимание. Некоторые, кстати, вот из мужчин рыб, они с удовольствием могут подписаться вместе с женой, я имею в виду, на какой-нибудь групповой секс, на свингерские вечеринки. Если жена вот не прочь в этом поучаствовать, то и ему будет интересно даже понаблюдать за этим со стороны. То есть они абсолютно без комплексов в этом деле. Мужчины рыбы избирательные, они замечают красивых. Вот как-то по-особенному подмечая интересные стороны женщины. Женщина должна быть креативной. Просто внешне вот красивая дура их совершенно не будет привлекать. Им нравятся со вкусом одетые, стильные девушки с особенной манерой поведения или даже обращают внимание на то, как она говорит, на голос и так далее. Так что жене, если она уже жена, надо, или девушке, надо сохранять хорошую форму и быть в тренде. Это будет оценено по достоинству. Как отцы, они даже говорить не надо, они просто прекрасные, очень чуткие, понимающие, внимательные к детям. И вот лучше даже, я не знаю, кто может быть отцом. Наверное, вот они самые лучшие. Мужчины очень эмоциональны, отзывчивые, тактичные, доброжелательные, так же, как и женщины. Но могут излишне себя, вот, например, накручивать. Если вот что-то ему покажется не так, а ему так не хочется, то несколько дней говорить или думать об одном и том же и переживать. И этим они могут поднадоесть окружению. Они не любят препятствий. Преодоление этих препятствий не для рыб. Рыбы водная стихия, вот они любят течь, огибая все, что попадается на пути. Им не хватает как будто бы вот заряда батарейки прямо сразу с завода, с самого начала. Их заводят только вот интимные отношения, как бы подзаряжают. Но
Мужчины делятся, как и женщины рыбы, на два типа. Одни эмоционально расшатанные, а другие слишком активные и быстрые. И иногда такое поведение скачкообразное сочетается в одном человеке. Это же рыбы, они плывут в разных направлениях, поэтому вот их колбасит так. Характер переменчивый, очень кардинально за секунды может поменяться. И те, кто рядом с рыбами находится, должен как бы об этом помнить. Не могу согласиться, что рыбы пессимисты. Вот не знаю ни одного пессимиста среди рыб. Они как раз очень реалистично смотрят на мир, но они больше реалисты. Я бы не сказала, что они прям все оптимисты, но они реалисты и экологично себя проявляют. Приведу пример одного моего деда. Один из моих дедов был рыбой. Вот он берег природу, сам имел безумно красивый оформленный сад, без вот этих грядок, могилок. У него было все как будто бы вот сделано ландшафтным дизайнером. Это все делал он сам, у него все цвело и благоухало, и полно было урожая. И там же жили какие-то ежики, и всякие там звери, и все это вот с ним он мирно сосуществовал со зверяками этими. Значит, он не покупал всякую фигню, зато мог пойти в 90 лет, например, к какому-то знакомому человеку в горы далеко или за родниковой водой далеко. Дома у него всегда было чисто. Вот я просто это как пример привела, как это проявляется. То есть они сами, понимаете, рыбы эстеты, и вот они не будут засорять землю каким-то хламом или делать что-то плохое умышленно. В этом они не будут принимать участие. У них глубокое понимание вот той воды, в кавычках, да, то есть среды, где они находятся, причем они всегда смотрят на все происходящие вещи в глобальном плане. Они хорошо чувствуют среду и себя, и других людей рядом. Они видят красоту, и самое ценное, они могут ее сами создавать. Почти все рыбы такие. В выборе одежды для себя они тоже разные, носят то, что им нравится. Им не все равно, во что они одеты. Есть индивидуумы, которые могут носить до дыр одно и то же, знаю таких тоже, но у большинства, у подавляющего большинства врожденное чувство стиля. Они могут выглядеть так, что на них обращают повышенное внимание даже в толпе. Возвращаясь вот к деду, он всегда был у нас как с картинки, идеальный внешний вид. Рыбы прекрасно могут ориентироваться в магазинах, подобрать красивые вещи как для себя, так и для своей девушки, например. Они часто эксцентричны, им это нравится, вот так вот тихо эпатировать на публике. Также не могу согласиться с тем, что они прям стеснительные и принижают свои способности. Может, только очень маленький процент рыб. В основном они прекрасно знают, чего они стоят. Им нужно иногда побыть в одиночестве, это важно, вот какое-то время, недолго, ну день хотя бы. Они так отдыхают и восстанавливаются. Они живут по своим собственным законам, эмоциональные, очень восприимчивые, поэтому им надо понять вовремя, если они взвалили на себя чьи-то заботы, да, будучи альтруистом на какое-то время, тяжелые проблемы, они должны это прекратить, потому что для них это вредоносно. Надо увидеть, что человек пользуется вашим расположением уже просто хамски и отрезать этого человека от себя. Рыбы не обидчивые. Чтобы быть обидчивым, надо быть недалеким, недоразвитым, моральным. Они не такие. Не любят пессимистов в компании в своей. Они очень хорошие, верные друзья, причем дружить могут и с мужчинами, и с женщинами. У них миссия, как бы внутренняя такая врожденная миссия, спасти наш мир красотой. И они умеют это делать. Они любят соблюдать вот баланс во всем и вот привносить именно красоту в жизнь. Они не укрываются от реальности. Если то только очень маленькое количество людей, люди-то разные бывают, но большинство нет. Я не могу сказать, что они бездействуют и сидят там, мечтают, как вот любят писать гороскопов, ждут с моря погоды, сами ничего не делают. Нет, нет. Они действуют и действуют четко. И часто именно они находят возможность избавиться от какой-то проблемы легко. Вот если какая-то организация или какая-то вот отдел не может никак решить какую-то проблему, часто именно рыба выводит их из этой проблемы. Потому что у них мозг широко работоспособный. Они видят все и сразу. И находят, они не ищут тяжелых путей.
Рыбам нужно, и женщинам, и мужчинам, пить витамины. Заниматься обязательно своим здоровьем для того, чтобы было больше энергии, потому что ее им не хватает. Они придут на помощь, если вы к ним обратитесь. Да даже если не обратитесь, часто они сами видят, что вам надо помочь. Их бывает сложно понять некоторым людям, особенно в детстве, так как у всех рыб врожденная мудрость. Последний же знак зодиака. Они в душе как старцы уже в детском возрасте, поэтому к ним ни в коем случае нельзя применять никакого давления, никогда, только поддержка, доверие и любовь. Несмотря на мягкость, имеют очень крепкие нервы и вообще у них устойчивая нервная система. Все, что-то много у меня про рыб мужчин появилось, но ничего, я думаю, вы досмотрели до конца. Не буду обобщать, как у женских знаков, с кем они у меня ассоциируются. Вообще, я вам хочу сказать, вот, я сделала пометку, чтобы я вам сказала грубо, как бы, чтобы понятно вам было. Простое правило, которое работает всегда, и вы можете вот на своей семье это определить. Есть воздушные знаки, да, вы знаете, огонь, земля, вода, по 3 знака на каждую стихию. Так вот, грубо говоря, допустим, вы огонь, вы огненный знак. И вот ваш партнер, например, тоже огонь. Что будет огонь плюс огонь? Будет еще больше огня, и это не всегда хорошо. Если вы огонь, а ваш партнер воздух, сразу представляем настоящую стихию огонь и воздух. Что может получиться? То есть, либо этот воздух вас будет вдохновлять, раздует, либо он вас задует просто, либо он будет вами управлять, потому что ветер может закрутить этот пламя огня. Если ваш партнер земля, он вас присыплет, хотя сама земля нагреется, но вы не будете ярко пылать. То есть вы не будете, может быть, не ярко пылать, а может быть, вы не будете раздражаться и выходить из себя. Посмотрите вот у себя в семье, как это происходит. А если вода ваш партнер, она будет однозначно вас тушить, приземлять. Так вот, применяйте эти стихии, посмотрите дома, как они проигрываются у вас в семье, и вам, грубо говоря, будут понятны ваши отношения. Если что-то непонятно, естественно, пишите в комментариях, разберем. Так что я жду в комментариях и мальчиков, и девочек, и посмотрим, насколько я точно описала знак мужской рыбы. Я всех вас целую и обнимаю. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока.